Сегодня у нас, короче, по плану получается обсудить предстоящий анонс книги моей. Вот это да! Вот, также мы обсудим замену, которая вот будет в команде Нави, которая уже вот сейчас идет. И погнали, что было свежо. Легалайз в Украине нас ждет. Теперь, что касается нового игрока. Мое искреннее на данный момент желание передать Умычу знания и опыт, и чтобы он был успешным капитаном, потому что мне он очень симпатизирует как личность. Я ему уже сказал о том, что к мажору он должен весить 150. Мы разрабатываем с ним диету. Ну подождите, Егор Флейми. Сегодня у нас, короче, по плану получается обсудить предстоящий анонс книги моей. Вот это да! Вот, также мы обсудим замену, которая вот будет в команде Нави, которая уже вот сейчас идет. Одного игрока приходит другой. Так что смотрите. Ой, поздравляю, конечно, их, но не от всего сердца, потому что у них очень маленькая пенсия, и я им не завидую. Едем специально выбирать локацию, где будем все это дело снимать для вас. Потому что сейчас у нас, так сказать, перерыв у команды. Вот. Формируется состав. И уже дальше контента будет намного меньше. Будем готовиться, максимально готовиться к предстоящим турнирам, и особенно к мейджору. Первый, кстати, наш турнир будет это в Кёльне. С 1 июля по 8 июля. 26, по-моему, августа по примерно 10 числа сентября будет проходить мейджор в Берлине, в Германии, и его проводит StarLadder, поэтому тоже, ребят, всех приглашаю на этот замечательный турнир, покупайте уже билеты, нужно забирать мейджор этот, все для этого сделаем. Какие-то два придурка 100 лет назад слепили хрень из картона и веревки и, сука, взлетели! И никто не врубает как! Тяга создает подъемную силу. Подъемная сила? Тяга? Нет! Ученые просто хотят, чтобы вы думали, что они что-то понимают. Но никто ничего не понимает. Мы просто мчимся сквозь пространство на херобазе весом 30 тонн! Всем привет! Это Даня Зевс. Мы находимся сейчас в городе Харьков, в моем городе замечательном. И мы долго думали, где для вас снять этот прикольный материал, этот контентик. И выбрали, я считаю, одно из самых лучших мест вообще в Харькове. Это парк Горького. Всем сюда, здесь очень круто, здесь по-настоящему, здесь свежо, здесь охеренные аттракционы, красивые девушки, замечательные люди, улыбки, настроение. Вы все это увидите в нашем сегодняшнем выпуске. Погнали, что было свежо. Вначале вытерем вот так вот, оп-оп-оп. Ниже, к моей футболке. Легалайз в Украине нас ждет. Спустя 3,5 года работы мы наконец-то закончили мою книгу, которая называется «Вопреки. Путь к победе». Вот она такая красивая, у вас вылезла. 380 страниц. Рассказываю, в книге описано путь мой с самого начала становления киберспортсмена. В книге рассказаны просто невероятные интересные истории о том, как формировалась команда Нави, даже как формировалась команда Pro100, как я попал в команду Virtus.pro, как кто кого кикал, что вообще происходило.
делюсь всем своим опытом, своими знаниями и секретами о том, как создать успешную команду киберспортивную, как выиграть 4 чемпионата мира подряд, как мы выигрывали их в Нави. А также в книге есть вопросы известным киберспортсменам о том, как они вообще добились успеха. К примеру, Паша Бицеус, Magic Boy из Astralis, Device, Simple. И еще десятки известных геймеров со всего мира. Также есть в книге фотографии. Мы старались сделать ее максимально качественной, хорошая бумага, классная обложка. Короче, все для того, чтобы действительно человек ее купил и он был счастлив. Книга уже доступна, можно сделать уже предзаказ по всему миру. У нас есть несколько издательств, в Украине отдельное издательство, поэтому всем украинцам она будет приходить достаточно быстро. Напечатана она уже будет примерно 15 июня в Украине. В остальных странах, там Казахстан, Россия, Белоруссия, она будет напечатана примерно в конце июня. Сейчас вы уже можете сделать предзаказ. Все ссылочки будут в описании. Ребят, книга будет на 3 языках: русский, украинский и английский язык. Сейчас она есть только на русском, но уже летом она будет на остальных языках, поэтому кто хочет почитать ее на других языках, дождитесь. Берут 3-й кубок подряд, 16-8, они чемпионы ЕСЛ Ван Кёльна. Браво! Натус Вицера! Отличная победа! Умнички! Красавчики! Поздравляем команду! Просто хороши. Эти парни доказали наконец-то нам, что несмотря на присутствие в этом чемпионате фейзов, астралистов, им никто не может помешать. Вообще книга начинается с конца. Я рассказываю о том, как кикали меня. Маленький конфликтик, брат. Я ему говорю, сука, давай четко принимать 4А, работать. Они говорят, мы будем играть 2. Я говорю 4, а не 2. Я говорю 4, сука! С этого все началось. Как это все детально происходило. Это была Атланта, Е-лига. Мы собрались все в комнате, и каждый говорил свою речь о том, почему он принял решение выгнать меня из команды. Как помните, да, перед гамбитами, как это было. И сейчас у нас была похожая ситуация с командой Нави, потому что мы убирали Эдварда, и действительно Юджин сказал, что у него дежавю, похожая же ситуация. Но я могу сказать, что эти две ситуации абсолютно разные. Когда выгоняли меня, для меня это было очень резко и неожиданно, и я действительно не понял вообще происходящего. Ну, это как бы был такой контраст, холодный ледяной душ для меня, и действительно все произошло внезапно. С Иваней абсолютно другая ситуация. Мы действительно общались на эту тему. У нас что-то не клеится, есть определенные трудности, как в игровом плане, так и с подачей и приемом информации и в игре. И мы как бы испытываем, ну, скажем так, команда испытывает определенный дискомфорт. Нужно что-то менять. Мы работали над тем, чтобы сохранить этот состав, я считаю, достаточно долго. Короче, Ванек, в принципе, понимал, что все к этому идет. Мы собрались в комнате, был мужской разговор. Я не буду передавать все содержание этого разговора, но суть в том, что каждый высказал свое мнение. Ванек очень искренне и очень адекватно воспринял происходящую ситуацию. И мы по-мужски поговорили, пожали друг другу руки. Я очень рад, что мы смогли нормально, как и друзья, и как минимум как товарищи, как профессионалы, подойти к этому вопросу и расстаться мирно и идти дальше своими дорогами. А в книге я описываю детально о том, как выгоняли меня, что там происходило, кто что говорил. Я думаю, что это все будет вам интересно, поэтому, ребят, покупайте, читайте. Вот заходите на сайт storezevs.com и можете почитать комментарии людей, которые уже прочитали эту книгу. И действительно, искренне было приятно узнать, что люди, которые не знают, что такое киберспорт, взяли для себя много чего полезного из этой книги и уже используют это в своей жизни. Теперь, что касается нового игрока.
всех интересует, ну, уже есть много информации о том, что это будет Бумыч, но пока это точно никем не подтверждено, поэтому буду говорить я вам о том, кто это будет и почему. Вот, значит, я взял и решил сделать следующим образом. Я посадил команду вот примерно вот в такие самолеты. Элика, Симпла, Кейна и Флеми. И сказал, после того, как вас жестко расколбасит, вы выходите и сразу говорите первое слово. Трое из 4 вышли и сказали «Бумыч, Бумыч». Я реально слышал четко, там был Бумыч. Они говорили, что они никаких никнеймов не называли, им просто было плохо. Но очень казалось, что это был именно Бумыч. И он весит, вы знаете, много, а именно где-то 170 килограмм. И вот мы находимся сейчас на очень неплохих аттракционах. Вот то вот такая рогатка. Молодой человек, скажите, пожалуйста, какая максимальный вес, который можно садиться и подняться? 4 человека минимально. Не, понятно, но вот у нас парень просто, если он весит 170 килограмм, он сможет? Можно его пригласить, он залезет, потому что там узкая. Но он может не сесть просто. А на рогатке? Там вдвоем до 150 килограмм. То есть 170 могут не посадить, да? До 150. А с доплатой? Нет, там прикол технически. Я понял. Блин, Бумыч, на чем будем кататься? Я тебе найду аттракцион, братан, не переживай. Нельзя, так нельзя, все, что? Нельзя, так нельзя, все, что? Вот что, связенька, да, Зенон, что он, как говорил, кстати, вот видим с вами, ребята, это короли русского ютуба. Сверху или снизу находится Райс. Я не знаю, где именно. Ребята, пишите в комментариях ваше мнение, сверху или снизу. Что вы думаете по этому поводу? Райс, сука, привет. Еще раз смотрите, пожалуйста, и реально убедитесь сами в том, что в Харькове нереальный аттракционный парк Горького. Поэтому, если кто-то не был и хочет приехать, пожалуйста, you're welcome. Здесь очень круто, атмосферно, блин, тепло, замечательно, крутые реально аттракционы, люди, все здесь замечательно, всех сюда. У нас здесь есть даже американские горки, ребята. Кстати, можно прокатиться. А нас пустят с камеры? Пошли узнаем. Бам-бам-бам. У тебя шатается? Да, всего, кстати. Она шатается у тебя? Ну, чуть-чуть. Не, ну это нормально. Слушай, а помнишь этот фильм «Пункт назначения»? Смотри, как она шатается. Ой, ребятушки, не ссым, едем спокойно. Погнали. 50 гривен стоит билет, на доллары это около $2. Даже меньше. О, нормально, давай лезь. Нет. Вот сейчас мы поедем. О, нет! Ну нет. Давай. Ну нет, вот оно. Смотри сюда. Я вылетаю! О, ну неплохо! А погодка просто класс! А если бы еще один кружок, я бы могло бы реально стошнить. Ой. Главное, камеру не сперли. Па-ба-барам! Новый вид съемочки. Мы будем кататься и сниматься. Уху! Не боясь. Ух, ты это снял? Я не видел, что там ступеньки. Это жесть просто. Я думал, пипец будет. Я сейчас просто упаду вообще. Погнали, а? Повторите? Да нет, я еще не такой экстремал, блин. Действительно, у Вани и Эдварда очень много фанатов. И, конечно, в таких ситуациях всегда печально и принимать решения, и расставаться, вот прям до слез, реально. И, блин, все это очень сложно давалось на самом деле. И хочется сказать, Ванек, спасибо большое всем, кто верил, поддерживал этот состав. Я надеюсь, что вы останетесь и вместе с нами, и также будете
болеть за Ваню Эдварда, если он решит продолжить свой путь дальше. И кто знает, что его ждет. Потому что если у него найдутся силы и действительно и желания, то у меня не получилось в свое время выиграть с командой Нави тот самый мейджор. Я был 2 раза в финале. В финале мы были очень близки для победы. Я считаю, что мы были сильнее на одном мейджоре, где проиграли бразильцам, но психологически были не готовы, чтобы победить. И вот с другими людьми, абсолютно в другой организации, я смог осуществить свою мечту. Ваня Эдвард был 3 раза в финале, потому что когда я вернулся, вот мы были уже вместе очередной раз в финале и тоже не смог выиграть этот мейджор. Может быть, в другой команде, в другом составе удача улыбнется Ивану, но мне стоило это очень многого, честно. Я чуть не расстался с девушкой, но об этом никто не знает. Кстати, об этом отдельно я хотел сказать, ребят, блогерам, которые типа шарят, которые учат нас жизни кейсеров, учат, как нужно правильно себя вести, как нужно тренироваться. Ребят, ну вот реально я иногда слушаю, смотрю, хочется вам сказать, ну вы вначале хотя бы добейтесь маленького уровня. Не надо выигрывать чемпионат мира, выиграйте чемпионат СНГ или выиграйте чемпионат какой-то, не знаю, своего региона, или добейтесь какого-то действительно успеха в чем-то, кроме того, чтобы высказывать свое мнение и осуждать или говорить о людях, которые, о их профессии, о том, как им нужно тренироваться, о том, что им нужно делать. Особенно мне рассказывать человеку, который, ну, я 5-кратный чемпион мира, я выиграл, там, у меня 52 золотых медали, да, я всю жизнь, 17 лет в киберспорте. Когда меня начинают учить тому, как мне нужно строить команду, или как мне нужно выстраивать тренировочный процесс, я это смотрю, конечно, всегда с улыбкой, не обращая на это внимания. Ну, вот сейчас хочется вам сказать, ребят, ну, то есть, почитайте мою книгу, посмотрите, через что пришлось пройти, чтобы добиться тех результатов, которые имеются сейчас. Я не могу сказать, что я особенный какой-то, я просто говорю о том, что любой человек, который добился там в каком-то виде спорта, да, чемпионства, это всегда проделанная огромная работа, огромнейшая. И просто так этого не происходит. И вам нужно это понять, наконец-то, и начать ценить тех людей, которые действительно потратили свою жизнь на свое дело, чтобы стать лучшим в нем. Вот. Поэтому думайте головой перед тем, как что-то говорить. Это важно. Ладно, у нас новая глава, ребята, в которой у нас новый игрок. Сейчас мы поговорим, почему, как делался выбор и почему мы выбрали именно этого игрока. Погнали! Привет, ребята! Мы продолжаем. И у нас сегодня на повестке дня это кто же 5-й будет игрок в Нави. Хотя все уже прекрасно все знают, но мы должны с вами обсудить, почему именно он. Кандидатуры было 3 на самом деле. Речь шла о том, что нам нужен 5-й игрок, с одной стороны, который будет жестко выходить первым и давать хедшоты, с другой стороны, нужен ли нам человек, который будет давать колы и сможет давать какие-то расклады во время раунда, или это должен быть просто какой-то спокойный еб***, как взяли, к примеру, Астрали в свое время, Magic Boy, и у них все вообще зашло, и все стрелки падали именно на нашего героя, на Бумыча. Ну, он сейчас, во-первых, он капитан в своей команде. Когда он не был капитаном, он, конечно, настреливал больше и жестче. Но, тем не менее, даже несмотря на то, что он капитан, он достаточно хорошо играет. Плюс, вообще я вам расскажу маленькую предысторию. Где-то 6 месяцев назад я дал интервью, в котором сказал, что я хочу завершить карьеру по Counter-Strike, да, и это было много причин, но одна из причин связана была с тем, что я, наверное, немножко и устал, была определенная усталость в тот момент, также было, может быть, какое-то сомнение в том, что этот состав, меня подкосило определенным образом поражение на мейджоре финал, который я очень хотел искренне выиграть. И самое главное, что мы не смогли показать ту игру, которую мы готовили, да,
на финал. И опять мы проиграли из-за какого-то психологического барьера и не смогли раскрыться. И мне уже просто начали опускаться руки, но тем не менее полгода назад у меня был разговор с моим братом родным, с Богданом. Бодя, привет. И он мне задал вопрос: Даня, ну ты планируешь, вот, допустим, к примеру, в этом году завершить карьеру, а не хочешь ли ты перед уходом оставить свой опыт, знания и передать ему эти знания, этот опыт какому-то человеку определенному, да? На что я ему ответил: в принципе, это интересная идея, но я не знаю, кто бы это мог быть. И он мне сказал: ну подумай, реально. И как бы смешно это ни звучало, или забавно, но реально на Faceit, на мейджоре мы познакомились тогда с Бумычем, и он сказал, что он будет новым капитаном в своей команде, и попросил, чтобы я ему дал так, по фану энергетику и веру, и чтобы я его поддерживал. И мне это все достаточно было, как-то не знаю, он мне как-то очень симпатизировал в этот момент, и я ответил Богдану, что, может быть, я мог бы передать свои знания и опыт и поверить вот в Бумыча, если бы такое произошло. Мы просто это так сказал, и мы закрыли этот вопрос. И вот спустя полгода Бумыч оказывается в Наве. Да? Я понимаю, что в перспективе Бумыч мог бы стать капитаном команды. Вот, и я искренне хочу поделиться с ним опытом, да, и передать ему свои знания. Я думаю, что отчасти от этого мы тоже отталкивались при выборе Бумыча. Мы с ним общаемся, дружим. Я вижу в нем, во-первых, лидерские качества. То есть, да, у него есть проблемы с лишним весом. Он весит 170 килограмм, это действительно много. Я ему уже сказал о том, что к мажору он должен весить 150, мы разрабатываем с ним диету. Ну подождите, Егор Флеми у нас похудел почти на 40 килограмм, да, в команде Нави. Поэтому у нас есть инструменты и знания для того, чтобы похудеть, и мы их будем применять. Но суть не в этом. Дело в том, что Бумыч, ему не важен его лишний вес, он настолько уверен в себе, целеустремлен, и он настолько фанат своего дела, он вообще живет Counter-Strike, его мечта была в жизни попасть в Нави. Вот, ребят, для вас пример, мечты сбываются. На самом деле, если вы чего-то очень сильно хотите, верите, идете, я всегда это говорил, вот вы можете в какой-то момент попасть просто вот так в Нави. Он долгое время в это даже не верил, но это произошло. И эти качества мне в нем очень нравятся. В том, что он волевой парень, он не будет никогда сдаваться, он будет идти вперед. Это все об этом говорят, кто его знает, это чувствуется. И я надеюсь и верю, что вот вместе с ним мы пойдем, это будет новый путь. Мы добьемся того, чего мы действительно долго уже добиваемся, у нас этого не получается. Это минимально, конечно, это победа на мейджоре, максимально это, конечно, хотелось бы действительно занять вот это вот топ-1 и держать его максимально долго, насколько это вообще получится. Контента, сразу вам скажу, будет меньше. Даю вам обещание, что мы приложим все усилия. Постараемся действительно с новым составом выжать максимум, чтобы это все было не просто так.